Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Bon Appetit Life. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления томленной баранины в помидорах с болгарским перцем. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а я начинаю. Друзья, прежде чем начать готовить, хочу вас просто по-дружески попросить. Я открыл второй англоязычный канал. Ссылку я оставлю прямо под этим видео. Я просто вас прошу, поддержите меня. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайк хотя бы на начальной стадии. Дальше он сам пойдет. А если вы останетесь, я буду вам только благодарен. Давайте начнем. Чтобы приготовить баранину, томленную в помидорах, нам не нужно ни масла, ничего другого. Будем просто закладывать все на живую, как говорится. Начну с мяса. Прямо на сухой казан укладываю баранину. Вот так красиво укладываем. Это блюдо очень простое. Мясо у меня баранина, полностью шейная часть. После того, как полностью положил мясо, отправляю в казан. Эх, тяжелый. Огонь нужен минимальный. Далее порежу томаты. Томаты буду резать ровно пополам. Это у нас такое блюдо. Мужское, так скажем. Ну, конечно же, я не хочу обидеть наших дорогих дам. Баранины я взял где-то там 3 килограмма, 3200. Ну и помидоров килограмма 2. Томить буду в ихнем соку. И укладываю вот прямо вниз половинкой. Вот так, чтобы быстрее дало сок. Использовать буду полностью все помидоры. Нам нужен просто капитальный сок. Давненько не выкладывал видос, друзья. Отдыхал в Абхазии, был в Сочи. Чуть гуляли. Для тех, кто скажет, вот не отрезали попки. Мы их помыли капитально. И также их отправляю тоже в казан. Все это делается на очень медленном огне. Готовиться будет часа 2,5. Шкурки всякие, ничего не снимаем. Все очень по-простому, по-мужски, по-нашему, как говорится, друзья. Так. Также возьму пару болгарских перцев. Ну, его паприка называют. Перец тоже нарезаем. Не очень мелко. Я думаю, вот так будет достаточно. Отправляю перец. Лучок. Лучок тоже буду резать полукольцами. Попробуйте обязательно это блюдо. Баранина томленная в помидорах. Это великолепно, друзья.
Также сразу отправляю лук. Тем временем уже начинает потихоньку закипать. Почему готовлю на медленном огне? Потому что мы не используем ни масло, никакие жиры, ни воду. Все должно дать собственный сок. Ну какое же блюдо без чеснока? Он в принципе у нас чистый, я просто, как говорится, жопки отрежу. И прям вот так 3 зубчика целиком отправляю в казан. Также, друзья, обязательно поперчим. Где-то пол столовой ложечки. Добавим красный перец, чили. Ну а солить будем практически в конце. Накрываем крышкой, не добавляем ни воды, ничего. И оставляем на 1,5-2 часа. А там в процессе посмотрим. Ну что, друзья, прошло 2 часа почти. Самое время присолить. Вот так. Соль у нас, как всегда, не соленая, поэтому солим с избытком. У нас сегодня много гостей, вечер будет жаркий. Также, друзья, отправлю один перчик и накрошу зелень. Из зелени я взял только кинзу. Кому-то кинза не нравится, кто-то скажет: фу, весь вкус испортил. Но я вас заверяю, это не так. Как говорится, все на любителя. Опа. Мы его не перемешивали. Еще минут 10 и все будет просто бомба. Ждем 10 минут и пробуем. А пока я пошел за холодненькой. Эх, прям с холодильника ледяная, домашняя. Просто будет супер. Под горяченькая. Холодная, кстати. Опа. Лимончелло сделано из лимона. Варит друг. Ну или как там говорится, выпаривает. Я думаю, блюдо у нас как раз готово. Ух. Что за запах тут? Да, все четко. Мы его не перемешивали, ничего не делали. Томилось в собственном соку. Давайте будем класть на тарелку и пробовать. Вот так. Вот так. К столу. Вот так. Ну что, дружище, подходи. Или ты не хочешь опять на камеру? Держи. Ну что, мои друзья, наше блюдо готово, я так думаю. Сейчас буду пробовать.
Солнышко садится, природа чудесная. Я желаю вам самого наилучшего, самого светлого. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте вхожи во все дома, куда бы вас ни привела судьба. За вас, друзья. Горячая. Блин. Очень горячо. Ах, это бомба. Как говорит дорогой Ахмед, это бомба, парни. Очень горячо, но и в то же самое время очень вкусно. Есть такая пикантность и немного кислинки, но это придает по-своему очень чудесный вкус. Мы продолжим наш вечер. Не забывайте подписываться теперь на мои 2 канала. Ссылочку я оставлю, ребята. Обязательно переходите, поддержите меня. Подпишитесь, поставьте лайк и напишите хотя бы 1 комментарий на моем новом канале. Всем большое спасибо. Мы продолжим наш вечер. Подъехали уже гости. Всем пока-пока.